Ми говорили вам сьогодні про нашого гостя, і ось він прийшов. Это Александр Рыбак! Рыбак, привет! Вот я. Саша, привет. Ну, Саша, Здравствуй. Санек, Александр, Сашка, как просила назвать Танька Татарченко. Как дела? Ты знаешь, у нее сегодня день рождения? Поздравляю с днем рождения. Спасибо Таня, большое. дорогая, Ну, кстати, да, милая. спасибо большое за эти подарки и за эти все сладости. И вот эту машину, которую ты подарил ей тоже Да. буквально. Вот она стоит Не сейчас будем возле говорить офиса. о ней, Да, да. ну мы не будем об этом, о вашем Кстати, мне бывшем... очень понравилась эта песня, что вы только что играли. Зажигай сердце? Да, Ани это Лорак? кто? Ани Лорак. Ани О, Лорак, да. Очень хорошая, форматная. Я тоже хочу под формат опять писать. Ты знаешь, ну, буквально 26 евро, и ты под формат... Кстати, у меня новая моя песня как раз форматная. я думаю, Так, что- называется она «Достала» Да, или Про- «Leave me alone». да. Да? Саша, мы же только что познакомились. Почему уже ты мне песни Почему? посвящаешь? Это про... Нет, это не про тебя. Что ты? Это выговорился? Это о всех слушательницах, фанатках, которые достали? Или О вот чем? Нет, о чем они? абсолютно нет. Мне очень нравится. У меня самые лучшие фанаты в мире. Так, Кроме одной. И вот ей эта песня и посвящена. Да, когда уже... Ладно, что когда девушки звонят мне, это вообще мило. Когда они начинают звонить мне 70 раз в день, 3 года. Тань, я просил. Каждый... Не 70 раз, хотя бы 69, нет. Нет, Таня не из Израиля, а это девушка из Израиля. А откуда ты И- знаешь, Саша? Ты ошибаешься, ты еще и не видел голой. Сашка, ну расскажи в двух словах про песню «Достала», «Leave me alone». Вообще, реально, это про... Реально Ну, фанатку? про эту девушку из Израиля. Слушай, что- ну ты постоянно посвящаешь песни. То вот это Fairy Tale, да? Да. Для бывшей девушки. Сейчас для фанатки «Достала». Ну почему? «Стрела Амура» у меня была эта песня Никому. вообще про ангела. Да. Ну вот, тоже ангелом Ну, посвятил. да. А «Черная Всем пишу молния» песню. кому была посвящена? Это Аркадий Укупник. Аркадию Его зовут. Купнику была посвящена эта песня. Так, ты знаешь, Таня готовилась. Тань, ты видишь даже сейчас Ну? по ее... Приготовилась? Да, приготовилась. И у Тани есть вопрос, пожалуйста, Танечка. Сашенька, на самом деле очень давно хотела задать этот вопрос. Как вы думаете, есть ли жизнь за пределами планеты Земля? Давай чуть-чуть. Представь, что я типа 15-летний мальчик. И говори мне там, потому что я еще русский не Ну, совсем еще знаю, так что... Она Так, спрашивала, как вот клип снимали буквально Да. недавно. В Киеве снимали же клип, да? Да. Вот, расскажи о клипе. Я просто объясню. Сашка сейчас сразу ест, обедает, друзья. Сразу у нас в студии. Ну, у нас тут, знаете, полевая Всегда, кухня, когда я думаю очень так сильно, так тогда я начинаю есть что-то. Когда я Да? пробую понимать. Так что ты сказала про небо Мы, и землю? мы о клипе разговариваем. Да, Да. с Расскажи нам, о удовольствием. чем клип. Тем более, что в Киеве снимался. Клип снимался в Киеве. Александр Филатович, режиссер. Самый-самый-самый лучший, я считаю. Это уже А Алан третий Бадоев? книга. Тоже нравится, но просто я знаю, что с Филатовичем очень хорошо Просто общаться. у Филатовича дешевле, давайте не по чесноку, надо, я Сашка. бы не сказал. Не- Здесь Слушай, вообще-то дороже, чем в Норвегии почему делать клипы. почему реально в Украине снимаешь клипы? Ну, точно не из-за деньгах, потому что в Норвегии дороже. Так. Не, Норвегия Дешевле. Дешевле, да. Дешевле. Так. Лосось тоже дешевле. Лосось дешевле? Чем мы тогда тут сидим Точно. вообще? Да. Реально. Лосось дешевле, клипы дешевле, елки-палки. Просто я знаю, что здесь мораль очень хорошая. Здесь все работают на 100%. Не так, что, ой, все, сейчас без 5-2 у нас Обед. контракт до 2. А То есть норвежцы, Все они работают. такие халявщики. чуть-чуть, можно сказать, да. Очень хороший народ, но в бизнесе это трудно с ними работать. Кстати, про бизнес, ты знаешь, Саш, что вот Таня, моя коллега, которая по правую руку от тебя, это Таня, она отправила за тебя смс-ку, не одну, кстати, на Евровидении, а вот ты бы не мог ей деньги вернуть? Ой, так это я за тебя выиграл. Это из-за Спасибо тебя. большое. Не, действительно, кстати, за Это Сашу ты голосовала отправляла. за меня? Да, вот это был мой решающий голос. Так что Вот этот человек, вот он, единственный, который 700 тысяч Спасибо раз. большое. Ну вот я тебе подарил конфеты. Вот. вот все, А ты не ешь. А, кстати, Татарченко, конфеты, я посмотрел ценник, 50 евро. Поэтому теперь ты должна Рыбаку. Класс! Друзья, сейчас с ним видео будет. Ой, вообще. Так, через пару минут продовжим. Фієста шоу на Люкс ФМ. Ну, до речі, хочеться спитати, я нагадаю, що у нас в студії знаходиться Олександр Рибак. Саша. Я ничего не понимаю. Ну, мы прямо Сашенька, мы говорили про переходим- Мадонну, Да, которая она упала упала. со сцены. Понятно, На на фаната. Да, ну она не там фанат на нее на самом. Ну какая разница? Скажи, а ты падал когда-нибудь на сцене? Да, но это было Ну, это было хореографировано. Ну то есть реально там. И меня даже ловили. Даже, потому что многих артистов не ловят, потому что. Но я очень легкий. Сколько ты, кстати, весишь? Не знаю.
Ну, Повесимся. Судя по тебе, килограмм 50, Ну, не что-то больше. такое, да. Ладно, продолжаем. До речі, відео з Мадонною можна на сайті lux.fm подивитися у розділі хороших новин. Епатажна українська співачка Оля Полякова, яка недавно випустила скандальний кліп на композицію «Мальчикам это нравится», прославилася завдяки своєму яскравому образу, який багатьом нагадав Леді Гаго. Скандальний кліп міг зруйнувати шлюб співачки, але без нього Полякова б не стала відомою за кордоном. Суперблондинку абсолютно не бентежить той факт, що західні шанувальники епатажної поп-діви звинуватили її в плагіаті. Вот як. Да, Розумієте? Боже, бідна Полякова. Що? Плагиат. плагіат. Саша понял просто одно слово. Да, Плагиат. плагиат. Я понял, что клип она снимала. Саш, у нас что- просто есть Оля Полякова, ты знаешь? Да. Вот, это очень известная, между прочим, певица. Хорошая девушка, Да, она известна в Украине, в Беларуси и в Молдове. Норвегии. И в Норвегии даже, видишь как? Скажем. Ну, Вот. Саша что ее знает? Ну, конечно. Вот, поэтому вот такая вот ситуация с И плагиатом. что за клип? «Мальчикам это нравится» называется. Ну, есть такой, этот клип, он ему... Так что вот, там Ну, Саша, ты скандальное такой воспитанный такое? мальчик, прям как-то неудобно тебе этот клип показывать. Мне все нравится. Воспитанным мальчикам все тоже нравится. Поняла, Таня? Хорошо, Раздевайся, поговорим об Наташа. Так, ну... Власне, Полякова каже, що після того, як її відео з'явилося на фан-сайті Леді Гаги по всьому світу, то його переглянуло вже 550 тисяч чоловік. Да, саме чоловік, не жінок, а чоловік. Мальчиков. Вот так. Да, Да. мальчикам. До 13. Так, Богданчика, за Це все, годину. почуємося за годину. Пока. Через пару минут продолжаем. Саша Рыбак у нас в студии. Александр Рыбак в студии Люкс ФМ. Сашечка, еще раз тебя Здрасте. приветствуем, но я хочу сказать, что Саша достал только что свой инструмент Да. О, да, и Таня, держит его в руках. Таня с надеждой Женщина из посмотрела. Израиля достала меня, я достал скрип. Видишь? Да, на самом деле мы сейчас будем слушать твою новую песню, которая называется «Ты достала меня», достала просто, да, «Leave me Достала, alone», да. это в английском варианте. Сейчас мы будем слушать русский вариант песни, вот. Но перед этим, друзья, у нас эксклюзив практически. Мы же помним, что Александр Рыбак, он же и фортепианист, и гитарист. Не надо А чё ты не- утрировать. А чё, ты не умеешь- Спасибо не умеешь тебе на за фортепиано комплимент. играть? Умею, конечно, ну Так. как все другие. А гитара? На гитаре тоже. Но это аккорды, когда я сочиняю То есть ты музыки, не- так ну, я на аккорд- нормально не умеешь там, только на скрипке. Ну так на гитаре, как на скрипке играю. Друзья, я сейчас объясняю, это сейчас балалайка. Не балалайка. А я не знала, что Это скрипка скрипка. такие звуки может издавать. Представьте себе, друзья. Ну так, да. Давайте. Слушай, а можешь Стаса Михайлова тогда? Сначала нужно научить. А ну, Fairy Tail можешь так тоже сыграть? Сейчас, подожди, я тебе другой микрофон еще включу, вот синий сейчас, под этот, подождите секундочку, друзья, сейчас, давай. Ой, вообще будет Да, здесь вот. саунд-студия. Итак, Хорошо. друзья, внимание. Например, да, в те года я был моложе и влюблен тогда был я. До сих пор мне всех дороже первая любовь моя. И 3-4 Татарченко, и I'm in love with the fairy Не надо, у tale. нее день рождения. Так, ну а сейчас будем слушать песню, которая называется «Достала». Да? Вот. И, друзья, у нас есть прекрасная традиция. Вы можете проголосовать от 0 до 5, поставить оценку этой песни. Ой, И, я волнуюсь. Да, Сашке мы обязательно Очень прочитаем волнуюсь. все ваши оценки. Поэтому сейчас у нас в соцсети ВКонтакте, в нашей официальной группе, Ну, у меня помогите на мне. стенке от 0 до 5 голосуем, друзья. Буквально через 30 секунд появится там эта тема. Сейчас песня Александр Рыбак. Называется песня «Достала, ёкало мене». Поехали. Этикетка на Люкс ФМ. У нас в гостях Саша Рыбак, он известный артист, скрипач и так дальше и тому подобное. Саша, еще раз привет. Спасибо. Здравствуй. Саша просто спал эти 10 минут, пока нас не было в эфире. Значит, друзья, попросил я вас написать свои оценки к новой песне Александра Рыбака, которая называется «Достала». О, Нужно такие было- нервы у меня. Да, нужно было поставить от 0 до 5 оценочку. Очень много, друзья, Да, очень ваших много. оценок. У меня на стенке ВКонтакте, в нашей группе ВКонтакте. Ну, вообще, просто нереальное количество. Так, Саш, это самое главное. читаю первые 30 оценок, хорошо? Ну, там Давай. одинаковые практически. Итак, читаю.
5, 5, 5, 5, бред. 5, Вау! 10, 5, 5. Все на один мотив написала Елена, слабая 4. Плюс 5, 5, 0 написала Вита. 4, 5, 5 с плюсом. Послушать можно. Плюс 5, прикольно. Так, написал мальчик один, что вспомнил при этой песне свою бывшую. Ой, как приятно. Так. Я не знаю, приятно это или нет. Потом пишет еще кто-то, меньше 5 ставят те зануды, которые сами достают кого-то. 4. Ну что ж. Значит, под клуб, кстати, пишут, это реально для клубов. Он буду надеяться, это не я же решаю. То есть, видишь, как бы средняя оценка реально 4. То есть, что ж, если очень четверки- хорошо. Я так рад, что я боялся, что много троек будет, потому что тройка это самое плохое. Это значит, не важно. Нет, людям. есть Нет, в основном единицы или пятерки? Единицы, я Пятер обожаю больше. единицы. Вот если... Я обожаю. А ты в школе, кстати, как учился? Ну так по единицам учат. По Не, единицам я его ударял. шучу. Так. Я А у вас на в Норвегии сколько баллов максимум? Сейчас меня фотографируют здесь, надо нужно очки Так, снимать. в Норвегии какие оценки? От 0 до 12 или... До 6. До 6 Да. даже? Так что я, когда консерватория, так типа А, Б, И говорят, С, Д. ты шестерочник? Ну, Это ну да, значит, сейчас типа, у меня- крутой, да? Вау. Да нет, если шестерочник, это не крутой, тогда наоборот. ноль, типа. шесть это Оч- типа плохо. очкарик. 6 это Шесть самая это самое маленькая лучшее, оценка? это просто тогда ты очкарик. А типа. единичник? Или как Нет, сказать? подожди, 6 это самая лучшая поняла. оценка. Шестерка самая лучшая, да. Хорошо, я не поняла. Ой, мы уже все запутались. Окей, Всё запутались. подожди, Саш, вот слушатели тоже пишут, вот, например, Люда пишет, песня, правда, крутая, Саша, а девушка поняла намек или продолжает звонить? Девушка, во всяком случае... Девушка стала звездой после этой песни. Она, во всяком случае, уже больше не звонит моим друзьям. Так Откуда что вообще это- она твой номер взяла? Потому что один из танцоров дал ей, потому что она сказала, что она... Потому что она друг Подожди, бабушки. секундочку, давайте определимся. Танцор дал ей, а она дала ему? Понятно. Хорошо, сейчас играем в этикетку, говорим про этикет. Алло. Алло, Алло, здрасте, как зовут вас? Игорек. Игорек. Здравствуй, Игорь. Так Значит, как папа. Да, Игорь, смотри, вопрос для тебя и для Саши на тему этикета. Танечка, прошу вас. Итак, внимание, мальчики, вопрос звучит так. Окончив есть суп кушать, ложку нужно, и варианты ответов. Положить справа от тарелки. То есть куда нужно деть ложку, когда закончишь кушать суп? Да. Да? Куда ее нужно положить Where справа? you stop eat soup? В Норвегии мы вообще прячем ложки или там... Ну, это общий этикет, скажем, не только Норвегия. Просто. Так, значит, пожалуйста. Итак, нужно положить справа от тарелки ложку, Так. оставить в тарелке, Так. облизать и отдать лично официанту при выходе, Так. либо незаметно выбросить под стол. Саш, Облизать и что дать? И отдать- Облизать и дать. Дать лично официанту отдать при выходе. Значит, да. Как ты думаешь, что Александра, вы не такой скромный, как кажетесь с экранов телевизора. Что, я пробую этикет сейчас понять. Да, ваш. конечно, Я- Смотри. Итак, по правилам этикета, что делать вообще с ложкой после того, как ты закончил кушать суп? Я бы положил ее направо. Направо. А Игорь, И ты всё. куда положил? Игорь, куда бы ты положил? Себе в А карман? я бы оставил ее в тарелке. Оставил бы в тарелке. Итак, друзья, сейчас мы определим, кто же прав. А прав у нас Игорь! Ой, молодец, Игорь. В тарелке нужно оставить реально, да, ложку? Да, На да, самом да. деле. Когда покушал, это знак официанту, что можно... Поздравляю собирать тебя, тарелочку. Игорь. Игорек, молодец, поздравляем. Ты получаешь норвежскую квартиру. А меня Саши- сейчас уже Саши не будут, Рыбака. а меня сейчас уже не будут приглашать на обед больше. Да, Сейчас конечно. девушки хотят сразу же тогда в комнату. Слушай, идти а кстати, без- вот в без Норвегии... обеда. В Норвегии... Секундочку, давайте сейчас не про секс, все-таки нас слушают дети. Не, про Лего, конструктор. я Про Лего, конструктор. конечно, про Лего, да. Скажи, Саш, вот ты говоришь, в Норвегии по-другому как-то? Вот что, ты заканчиваешь Не, кушать мы суп? как раз просто в Норвегии мы всегда в карман все. Еду всю прячете. А я думаю, особенно С суп. фуршетов. а я думаю, почему он идет по офису и все звенит в карманах. Куча ложек, друзья, куча ложек. Да. Так, через пару минут продолжим. Саша Рыбак у нас в гостях. Ти проти зірки. Зіркові війни на Люкс ФМ. Друзья, у нас в гостях Александр Рыбак продолжает здесь пребывать с официальным визитом. Мы сегодня, конечно же, говорим о новой песне, которая называется «Достала». И кроме этого, хотим, кстати, напомнить о том, что 31 числа будет презентация и премьера клипа. Правильно? Да, и большой концерт. Да, В где это клубе будет? Толстой. Да, это Да. буквально через неделю, среда, следующая среда. Поэтому, именно. Следующая уважаемые- среда, да. Так что всем, если людям нравится моя музыка или просто я нравлюсь,
Так пусть приходят. Скажите, а тем, кому не нравится, они могут прийти? Тем более. Ага, охрана будет. Да-да-да. Понятно. Значит, Саш, у нас сейчас игра «Звездные войны». Очень все просто. Мы сейчас зададим слушателю 3 вопроса и тебе 3 вопроса на тему, на школьную тему и так дальше, да? Давайте. Кто на большее количество ответит, тот, в принципе, и выиграет. Молодец. Да, в этой игре. Вопросы все, практически равнозначные, да? Что тебе, что слушателю. Вот, давайте познакомимся, кто к нам позвонил. Алло. 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 Да, здрасте, как зовут вас? Добрый вечер, Артем. Артем, очень Привет, приятно. Познакомьтесь, Артем, это Саша. Саша, Артем. Здравствуй, Артем. Здравствуй. Значит, Артем, у тебя сейчас будет уникальная просто возможность выиграть у Саши Рыбака. Значит, все очень просто. Таня тебе задает 3 вопроса, я задаю Саше 3 вопроса. Главное, мужики, вы друг другу не подсказываете. Хорошо? Понятно, конечно. Артем, договорились? Да-да-да. Так Потому что что- ты мне, Таня, Я Артем. Артему задаю вопрос. Да. Я тебе, а Таня Артему, да. Значит, смотрите, но самое главное, у Артема будет легче вопросы. Вернее, тяжелее вопросы, да? Ой, у зачем? Артема. Да, ну так. Потому что я норвежец. Ты же звезда, в конце концов, мирового уровня. Итак, Артем, первый вопрос для тебя. Артем, скажи, пожалуйста, как называется национальная валюта Америки? Доллар. Доллар, конечно. Молодец. Саша, для тебя тоже очень легкий вопрос. Как называется национальная валюта Кении? Свиля. Свили. А как на русском? Ой, это не знаю, на норвежском свиля. Свили, да? Да. Это Кении. Ну да. Шиллинг. Чиллинг, да. Шиллинг, молодец, друзья! ну вот. Ничего себе. Вопрос номер 2. Артемка, скажи, пожалуйста, назови, точнее, 3-ю букву русского алфавита. В. Конечно, Молодец. молодец. Саша, у тебя тоже очень простой вопрос, тоже на эту же тему. Как называется раздел языкознания, который изучает распространение языковых явлений, пространственной протяженности и межязыковых взаимодействий на основе методов лингвистической географии? Словарь. Ну, это не очень словарь. Подумай еще. Какие еще ты знаешь слова? Давай на первое тему слово языка? опять скажи. Первое слово «как». Как называется раздел языкознания, который изучает распространение языковых явлений, пространственной протяжности и межязыковых взаимодействий на основе методов лингвистической географии? Прости, на английский язык я это не переведу. Ладно, школа, университет. А реальная лингвистика называется. Или Это- так, да. Да, ну конечно, школа, Я университет. так и хотел сказать, Да, ты да. просто перебил меня. Ну, Школа, университет, реальной лингвистики. Да, реальная лингвистика. Так, Артем, для тебя 3-й вопрос. Артем, сосредоточься. 3-й вопрос действительно нелегкий, мягко говоря. Да. Ответь на него, пожалуйста. Даже Саша не знает на него ответа. Ну, мы не знаем, знает ли Саша. А вот, Артем, ответь, пожалуйста, скажи, кто является автором таблицы Менделеева? Артем, Менделеев? Менделеев, боже, Артем, ну ты сегодня просто, я не знаю, сегодня Гениально. просто Александр Друзь только что застрелился, услышав Не, все я твои сижу правильные здесь. ответы. Нет, это Друзь, это другой Друзь. Саша, это не да. ты. У нас Саш, много Саш вообще. А да. вот для тебя 3-й вопрос, который, по сути, ты очень просил вне эфира тебе задать. Пожалуйста, как называется часть атома или молекулы, которая содержит один или несколько неспаренных электронов? Нейтрон. Нет. На букву Р. На букву. На букву Р. Р и А. Радион. Это Газманов, это не то. Еще. А потом Ра. Гедеон. Гадион на букву Р. Я уже сейчас пробую Это рифму просто он уже. тебя так назвал. А, Гадион. Ты Гадион, конечно. Подумай, хорошо. Ра, 3-я буква Д, 4-я Ну, буква И. Ну, Радион. Нет, а 5-я Радио. А 5-я буква К. Радик. Да что вокруг Родиона-то пляшешь-то, в конце концов. Радикал. Молодец, Радикал! Я даже не знал, что такое слово. Есть вообще. Кроме слов Родион, в принципе, в русском языке для Саша Саши. просто соединил слово радио и еще одно слово, и получилось радикал. Артем, ну мы тебя поздравляем, конечно, в этой равной битве. Ты у нас выиграл сегодня, ты у нас мозг программы, ты у нас самый умный, вот, и ты у нас не слабое звено. Сашка, в смысле, Да. Рыбак, но, к сожалению, мы должны с тобой попрощаться. Жалко. Если бы ты выиграл в игре, мы, конечно, бы еще 2 часа с тобой в эфире были. Ну, Но- так придется домой да. идти. Но 10 секунд, секундочку, еще не прощаемся, и кое-что будет сейчас. Ти проти зірки. Зіркові війни на Люкс ФМ. Я предлагаю еще раз послушать твою песню, которая называется «Достала». С удовольствием. Да? Тогда надеюсь, что все слушатели будут петь. Да, Со мной. значит, друзья, 31 числа, в следующую среду, уважаемые киевляне, приезжайте в клуб «Толстой», там будет презентация Саши Рыбака, клипа. Саша, давай пару слов сможешь спеть? Вживую, прямо сейчас, в эфире. На скрипку? Можно без скрипа. Вот сейчас будут твои слова, да? Да, Готов? давай.
Друзья, смертельный номер. Давай. Итак, готов? Вот сейчас ты будешь петь. Мы готовы. Помнишь? Поехали. Решила для себя, мы должны быть вместе. Придумала, что будешь ты моей невестой. Тогда и началась безумная игра. Сказали мне глаза, твои глаза. Мне день и ночь звонишь и не даешь прохода. В тупик загнала нас без выхода и входа. Летишь через моря, чтобы достать меня. Я не могу понять. А сейчас вы давайте. И сейчас вся маршрутка. И... Когда ты чуешь, что я не твой, ты до смерти пугаешь, что с тобой. Ты так достала меня, прошу, иди навсегда. Какой раз молю, остановись, найди другую жертву, растворись. Ты так достала меня, прошу, иди навсегда. Родителям моим ты не даешь покоя, и девушка моя уж больше не со мною. Я так устал твердить, со мной тебе не быть. Ты отравляешь жизнь, ну почему, скажи? Поверь, когда ты чуешь, что я не твой. Ты до смерти пугаешь, что